Здравствуйте, коллеги. Я благодарю за возможность участвовать в этой конференции, в этой дискуссии о работе Интерпола. Да, действительно, мое имя стало широко известно именно после случая в чешском аэропорту, когда, вопреки всем международным законам, меня пытались экстрадировать, несмотря на то, что я был просителем политического убежища. Это противостояние длилось несколько часов. Я, конечно, очень много пережил в самолете. За мной приехало 6 человек с Интерпола, везли меня как самого страшного преступника. Но, тем не менее, в данном случае Интерпол победил, и меня отвезли в Россию. Хотелось бы немножко отступить назад. До этого я был арестован в Австрии в 2011 году. Я еще не знал, что меня разыскивает Интерпол. 4 месяца я провел в австрийской тюрьме, но австрийский суд отпустил меня на свободу. Я предоставил все те же самые документы в свое время, что и в России, доказывающие мою невиновность. И австрийский суд отказал России в экстрадиции меня. Но есть бюрократические законы, которые противоречат очень многим, так сказать, законным решениям. Вот посудите сами. Австрия, с одной стороны, спасла меня, не выдала меня России. С другой стороны, когда я там попросил политическое убежище, а на меня там было совершено покушение, и по Дублинскому соглашению та же самая Австрия вынуждена была меня отправить в Чехию. Несмотря на то, что я сопротивлялся, я просил, я чувствовал, что, возможно, какие-то будут инциденты. Тем не менее, австрийские иммиграционные службы посчитали, что это безопасная страна. Как оказалось, не такая она безопасная. Когда я приехал в лагерь для беженцев, представьте, я приехал в лагерь для беженцев в Чехии, в Брно, и меня тут же арестовывают и говорят, что Австрия – это Австрия, Чехия – независимая суверенная страна, и мы будем все рассматривать сначала. Я провел в тюрьме в Чехии 14 месяцев, после чего совершенно незаконно меня экстрадировали. Сейчас, конечно, уже вышло решение Конституционного суда Чешской Республики о том, что эта экстрадиция была незаконной. Мне даже там, возможно, какая-то компенсация получена. Но сколько пришлось перенести страданий, и за что, и из-за чего. Теперь смотрите, что в принципе происходит, почему меня преследуют. Ну, не секрет, что Россия давно уже стала, так сказать, преступным государством, и там давно не соблюдаются никакие ни права человека, ни законы. Я предприниматель, я владел сетью ресторанов, я был публичный бизнесмен, который выступал против коррупции, и прежде всего коррупции в правоохранительных органах. В России идет настоящая классовая борьба между, с одной стороны, класс предпринимателей, с другой стороны, класс правоохранительных органов. Каждый 6-й предприниматель в России находится либо под следствием, либо в тюрьме. Вы думаете, только 15% людей, которые создают что-то, создают рабочие места, платят налоги, их постоянно преследуют. Их только преследуют за то, что у них можно что-то отжать. Полиции нет интереса ловить каких-то реальных преступников, что с них возьмешь. Поэтому целью стало прессование, отжатие бизнеса именно у предпринимателей. Конечно, когда я уезжал в Чехию, я не знал, что меня будут искать. Я не знал ни Дублинских соглашений, я не думал ни о политическом убежище, тогда ничего. Я все-таки надеялся на какое-то развитие событий в правовом русле. Но ничего, к сожалению, в России добиться не получается. Что со мной происходило после того, как меня экстрадировали в Россию? Ведь Россия подписывает все международные законы и гарантирует
Интерполу, в частности, и странам, которые выдают преступников, что будут соблюдаться их права, что будет справедливый суд, что будет справедливое следствие. Вот меня привозят. Я 2 месяца нахожусь в СИЗО в ужасных условиях. То, что ГУЛАГ не закончился, я вам утверждаю на собственном примере. Издевательства, голод, болезни, все это присутствует в российских тюрьмах. Я видел там и смерть, я разговаривал с людьми, и по моему глубокому убеждению, около 30% сидят в российских тюрьмах просто невиновных людей. И еще примерно столько же, чья вина не доказана. Но со всех их можно вымогать деньги. С чего началось мое преследование? Еще в 2007 году у меня возник серьезный конфликт с организованной преступной группой, или ОПГ сокращенно, в которую входили офицеры ФСБ, бывшие КГБ, чиновники, политические деятели. Это организованная преступная группа в Волгограде, где я был известным ресторатором, политиком. Они банально вымогали деньги с таких предпринимателей. Когда в 2007 году я подал заявление в ФСБ о неправомерных действиях этой преступной группы, прессовать, преследовать начали меня. Первый раз в 2008 году меня вывезли вообще в другой город за 500 километров, тайно, в Ростов, где несколько суток там издевались надо мной, пытали, не давали спать, пить, били, и называли меня бандитом. И только чудом удалось тогда выкарабкаться, только потому, что у прокуратуры возникло сомнение, как может предприниматель вымогать деньги у офицеров ФСБ. Можете представить такую ситуацию в цивилизованных странах? Предприниматель вымогает деньги у офицера спецслужб. В России такое возможно. Год мне потребовалось, чтобы сняли это обвинение. Но на этом не успокоились, потому что, используя свои огромные связи, возбудили новое дело. Возбудили на основе гражданско-правового спора. Опять же, вдумайтесь, как в цивилизованной стране могут судить за гражданско-правовой спор, который прямо противоречит Международной конвенции прав и свобод человека. Однако в России это возможно, там плюют абсолютно на законы. Именно поэтому, когда в итоге меня экстрадировали, они не знали, что со мной делать. Потому что ожидали, что так же, как и Австрия, меня не выдадут из Чехии. Но меня выдали. За это время сменилось уже десятки следователей. Те, кто все это начинал цинично, не скрывали, причем, что уголовное дело заказное. Не скрывали это ни следователи, ни прокуроры, ни судьи. И я для них стала невозможной помехой в данный момент. Если меня оправдывать, значит, надо возбуждать уголовные дела на тех, кто все это начинал. Слетят погоны порядка 10-15 преступников, офицеров полиции, прокуратуры. В России есть пословица «Ворон ворону глаз не выклюнет». Так в России происходит. Они своих никогда не сдают. Они скорее посадят меня, причем максимально, потому что за это время и бизнес весь мой, как говорится, распилен. Причем принадлежит он сейчас тем людям, которые меня же и преследовали, все той же организованной преступной группе. В данном случае, конечно, мы все знаем, что в России нет официально политзаключенных. У нас всех, даже известных людей, как Ходорковский, Навальный, покойный Магнитский и тысячи неизвестных, судят по экономическим статьям. Она очень удобная, она такая резиновая, ее можно на кого угодно натянуть, эту статью. Поэтому в данном случае руками полиции, Интерпола просто можно сводить счеты, вымогать деньги. Буквально они засоряют Интерпол всякой ерундой, на которую в нормальной цивилизованной стране бы просто не посмотрели.
Я еще хотел бы даже обратить внимание на такой факт. Казалось бы, я рядовой человек, чья профессия кормить людей, вынужден уже в третьей стране просить убежище, везде под угрозой Интерпола. Узнал, например, недавно, что моим делом очень интересуется депутат Государственной Думы Луговой Андрей. Это тот самый человек, которого Англия обвиняет в убийстве политического беженца Литвиненко. Если уже такие люди интересуются мной, понятное дело, я ничего хорошего в России не жду. Это идет там прямое давление на следствие, активизировать, найти меня, расправиться со мной по-любому. Потому что я поднял руку на святое, на спецслужбы России, на ФСБ, на полицию, на прокуратуру. Когда я был в России, после экстрадиции, меня выпустили через 2 месяца. Выпустили только благодаря чуду. Но это чудо очень тяжелое. Ввиду того, что мне зачли, что я просидел 4 месяца в Австрии, 14 месяцев в Чехии и 2 месяца в России. В общей сложности 20 месяцев. И я пересидел все возможные сроки по законам России до суда. Они просто вынуждены были отпустить. Но это не значит, что они прекратили преследование меня. Мне четко дали понять, что или я сам уйду, либо со мной расправятся. Мне не оставили просто другого выхода, поэтому мне пришлось бежать и сейчас просить вновь убежище. Я тоже понимаю, что Интерпол необходима организация, но необходим контроль общества за ее действием, так называемый модус операнди, когда надо поменять саму специфику ее работы с такими преступными странами, как Россия, там, Казахстан, например, или исламские государства. Мы уже, видите, ставим Россию в один ряд. Но, к сожалению, сейчас пока Интерпол используется только как сведение счетов с оппозиционерами, с неугодными людьми. И я бы очень хотел бы, чтобы когда-нибудь прислушались в генеральном руководстве Интерпола, что если поступает какой-то запрос из таких стран, как Россия, чтобы, по крайней мере, ограничить к ним доверие. И ни в коем случае не сажать сразу людей под арест, дать возможность находиться под подпиской о невыезде. Потому что не факт, что человек на самом деле в чем-то виновен, а это всего лишь сведение счетов. Россия, она находится как бы за пределами международных договоров и законности. Остальные страны живут в рамках международного права. Россия использует Интерпол именно только как геноцид и преследование оппозиции и предпринимателей. Спасибо за внимание.